В январском посеве этого года, помимо литопсов и конофитумов, был еще один представитель семейства аизовых – Мезимбриантенум кристаллинум. Он отличался от остальных быстрой всхожестью, а также длинным стеблем. Уже через пару месяцев стало понятно, почему его назвали кристаллинум, а также называют ледяной или хрустальной травой. На поверхности его листьев находятся клетки эпидермиса в виде маленьких пузырей с запасами воды, которые и создают этот эффект. Здесь они еще едва заметны, но на взрослых растениях эти фото из интернета выглядят впечатляюще. Вот эти клетки крупным планом. Моим пока 4 месяца, и они так еще не выглядят. Но в горшке им уже стало тесно, и я решил их рассадить. Пересадка происходила за полночь. В этом горшке проросло 5 растений, которые так и норовят выйти за пределы горшка. Съемное дно горшка в данном случае оказалось полезным. Поначалу я думал, что растения потянулись из-за недостатка света, но похоже, тонкие ползучие стебли – это такая стратегия выживания. В качестве грунта я использую смесь минералки и листовой земли. Это те самые горшки с грунтом, в которых не взошли конофитумы. Я вставляю корень со смещением, чтобы розетка оказалась в центре горшка. На ней уже есть ждущие корни. Мезимбриантенум кристаллинум – это не только интересное декоративное растение. Согласно некоторым источникам, оно съедобно. Листья имеют солоноватый вкус и могут быть использованы в салатах. Чтобы поддержать канал, вы можете подписаться, поставить лайк или оставить комментарий. Спасибо.